Привет, мои дорогие! Я знаю, что многие из вас ждут очередного выпуска по вязанию, но сегодня мы с вами будем вышивать. Вышивать мы будем с вами вот такую вот брошку. Посмотрите, нынче очень популярные такие букетики. Сейчас я вам покажу ее поближе. Я выбрала очень спокойные черно-золотые тона, так, чтобы эта вещь была максимально универсальной и максимально подходила ко всему. Ну а материалы для сегодняшнего видео любезно предоставлены магазином Panda Hall, Panda Hall. Я оставлю ссылку в описании под видео на стразы, на бисер. И самое главное, я вам дам специальный промокод, который вы сможете ввести в магазине при покупке, и вам будет предоставлена скидка. Очень богатый выбор для всевозможных видов творчества в магазине. Обратите внимание, как выполнена изнаночная сторона брошки, обработана натуральной кожей, бисером. Для работы нам потребуется кусочек фетра, который я вырезала в форме букета, стеклярус всевозможных тоже золотых оттенков. И вот такая вот бесцветная нить, леска-нить тоненькая, которая позволит нам незаметно пришить каждый элемент. Так, вдеваем леску в иголочку. Делаем узелок и начинаем мы нашу вышивку с пришивания стебельков. Внизу букета я вдеваю иглу в фетр, нанизываю несколько стеклярусинок, давайте так их назовем. Так, в завершении я одеваю бисер, одну штучку, и возвращаюсь иглой в стеклярус, который только что я надела на нить. И мы получаем с вами первый стебелек. И фиксируем его. Вводим нить на изнаночную сторону. Давайте сделаем еще один стебелек вместе. В этот раз давайте пришьем самый первый элемент стекляруса к фетру. Зафиксируем его на фетре, а остальные кусочки стекляруса уже будут у нас в свободном положении находиться на нити. Вот я фиксирую первый элемент. Далее снова ввожу нить с иглой через него и уже нанизываю следующие элементы. Они уже будут в свободном падении, скажем так. Итак, я пришила несколько стебельков и в черном цвете, и в темно-золотом, и в светло-золотом. А теперь давайте выберем самые крупные стразы, которые будут присутствовать в нашем букете. И расположим их, так, как мы хотели бы их видеть в нашем букете, в том порядке, в котором мы хотели бы их видеть. Так, поэкспериментируйте, поприкладывайте, как вам больше нравится, что вам больше нравится. Вот я пробовала, и в итоге остановилась на двух вот таких вот крупных стразах. Это будут серединки наших цветочков. Теперь я выбираю пайетки, тоже в золотых и черных оттенках. Посмотрите, они у меня есть. Одни пайеточки в диаметре 5 миллиметров. А вот сейчас я возьму золотую пайетку, она будет в диаметре чуть поменьше, 4 миллиметра. Я их сгибаю. Мы таким образом сможем с вами достичь объемности, что ли, нашего букета. 3D у нас будет, он будет не такой плоский уже. И вот пайетка более маленького диаметра, меньшего диаметра, она у нас будет поверх ложиться пайетки более крупного диаметра. Вводим нить с иголочкой снова в фетр, нанизываем сперва ту пайетку, которая покрупнее. Так, удалось. Теперь берем пайетку поменьшего диаметра. Так. И пришиваем к центру стразы, к центру цветка выводим иглу и пришиваем второй лепесток. Таким образом обшиваем всю стразу по кругу.
не слишком плотно, не слишком свободно. Вот такой получился у нас элемент. Далее делаем второй цветочек, и для него я выбрала черные пайетки и золотой бисер. Нанизываем сперва бисер одну штучку, затем пайетку, тоже согнутую для большего объема. Так, я решила их в 2 слоя сделать. И снова бисер надеваем. И вот таким вот слоеным пирогом мы будем это пришивать. Нам это тоже даст объем. Наши черные пайетки будут как будто бы сидеть на ножке, на подставочке. Не плоско к фетру примыкать, а будут создавать объем. Итак, я обшила вторую стразу, мы получили 2 крупных цветка. Видите, они как будто бы на ножке находятся, пайеточки. Отлично. Теперь мы сделаем элемент чуть помельче. У нас не будет в центре такой крупной стразы, но мы просто создадим цветочек с вами из пайеток. Беру пайетку тоже покрупнее в диаметре. Внутрь закладываю пайетку более мелкого диаметра. У нас будет такая многослойность. И создаем вот такие вот лепестки еще одного цветочка. Так, но здесь у нас будет лепестков поменьше. По-моему, я 5 штучками здесь обойдусь. Смотрите, тоже я сперва одеваю бисер и только затем одеваю 2 слоя пайеток. Нам тоже это позволит добиться, опять же, объема. Пайетка будет как будто бы на ножке, она будет больше торчать из нашего букета. Вот таким образом по кругу я пришиваю лепестки. Итак, а в центр мы с вами пришьем вот такую бусинку. Она не такая крупная, как страза, чуть помельче, цвета шампанского. Так, это будет сердцевина нашего цветка. Далее настал черед пришивать элементы более мелкие. То есть вот мы сейчас с вами сделали самые крупные моменты в броши. Теперь я решила вот взять вот такую бусинку черную граненую и пришить ее вот, ну, хаотично, вот именно вот в этом месте я решила. А теперь мы будем пришивать самые мелкие элементы. Это вот торчащие такие веточки, хвостики, цветочки. Тоже совершенно в хаотичном порядке. Вот я решила взять стеклярус, бисер, бусинку покрупнее. Завершаю снова бисером одной штучкой. Нанизываю их на нить. И возвращаюсь назад, но уже во вторую по счету бусинку. Первую пропускаю. Вот, а во вторую, чтобы у меня все зафиксировалось. И мы получим с вами такой вот торчащий столбик, который опять же придаст объем нашему букету. Да? И мы из плоскости 2D перейдем в трехмерное больше пространство 3D. И вот таких вот хвостиках мы сейчас с вами нашьем по всему периметру, заполним все свободные области букета. Видите, я везде их нашила. И на стеклярусе, и просто на бисере. Совершенно в хаотичном порядке. Наверх я одевала бусинки покрупнее, низ поменьше. Или просто бисер нанизывала. То есть совершенно в хаотичном порядке. Далее я вырезала из картонки такую же форму, как наш букетик, да, как наша основа букетика, но только смотрите, чуть меньше по краям. Нам это необходимо для того, чтобы потом обшить край изделия. И я вырезала кожаную деталь, натуральная кожа, в точности такой же по форме, как и наша основа букетика. Теперь давайте подготовим наш кожаный кусочек, наметим 2 дырочки и проденем застежку внутрь. Так. Вот мне хочется вот здесь вот сделать. Пока что вот такой маленький надрезик. Так. Ну и вот здесь вот.
небольшой надрезик. Так, нам нужно, чтобы наша застежечка оказалась вот здесь вот. То есть вот в этой точке надо прорезать побольше отверстия чуть пошире и проделать застежку. Наш слоеный пирог будет выглядеть следующим образом. Вот так вот и вот так вот. Так. Каждый слой мы с вами приклеим. Ну, у меня под рукой оказался такой клей. Давайте приклеим сперва уплотнитель картон. Так, старайтесь по самому краю клей не наносить. Наносите по центру. Так мы избежим попадания клея на края. Ну, чтобы он не торчал, да, с нашей брошки. И нам нужно будет там еще делать шов. Так. Ну что? Ну, теперь мы подождем маленечко, пускай схватится. И затем приклеим кожаный слой. Итак, ну вот я приклеила сверху еще слой кожи. Только-только нанесла. Прижимаю. Ну и, в принципе, можно начинать работу уже по обработке края. Видите, он пока у нас такой некрасивый. Давайте обработаем наши края. Я срез кожи, кстати, покрасила маркером, потому что он был такого серого оттенка, чтобы ничего не выбивалось. Итак, как мы делаем шов? Все темное. Ну, давайте попробуем. Итак, нанизываем бисеринку. Так, одну. Прокалываем изделие насквозь оба слоя. Так. И затем иголочкой, сейчас покажу, вот в эту же бисеринку, вот поймала, вот моя лесочка, вот я в нее же захожу и затягиваю. Вот так вот. Давайте подтянем. Вот. Берем следующую. Снова продеваем, прокалываем оба слоя. Так. И в эту же бисеринку вводим иглу. Не запутайтесь. Столько всего, за что можно зацепиться. Вот еще одна. Подтягивайте ниточку. Все, обшиваем так по контуру и возвращаемся в исходную первую бисеринку. Так будет у нас красиво выглядеть край. С этой стороны аккуратненько и с той. Ну и осталось нам завязать букетик на бантик. Значит, я продела вот эту ленточку внутрь под стеклярусом. И, конечно же, завязать такой маленький бантик невозможно. Вернее, возможно, но узел будет очень громоздкий. И поэтому я его сейчас вот так вот пришиваю к фетру. Вот я изнутри сейчас у меня проходит шовчик. Я сделала такие 2 петельки с одной и с другой стороны. Вот сделала 2 петельки с одной и с другой стороны. Я фиксирую ниточкой с иголочкой. И туда фетр. Конечно, надо было это сделать по-хорошему до обработки кожей. Вот так вот. Так вот. Так. Вот. Эти кончики длинноватые, надо будет обрезать покороче. Мне вот так вот нравится. И вот так вот. И обработать аккуратненько зажигалкой или спичкой вот эти кончики, чтобы они не ремкались у вас. Так, ну еще сделаем пару стежков. Давайте, вот я, видите, изнутри подбираюсь. Так. Изнутри подбираюсь. Вот видите, иголочкой. Залезла изнутри под фетр и вышла снаружи. Так. Так вот стараюсь все слои проколоть. Вот все слои проколоть. Вот. Выхожу с этой стороны. И вот так вот.